Всем привет, с вами Дэн, и я думаю, что большинство подписчиков Гитат любят и ценят микробренды, и в мире микробрендов есть одна корпорация, вот, например, Solar Time, у которой много брендов в портфеле, это и Spinnaker, и Aviate, это Duxot, это Earnshaw, и Nubeo, некоторые еще другие, и она развивает бренды и двигает вот вообще в принципе в целом такое развитие микробрендов на невероятно высоком уровне, всегда новые материалы, всегда новые концепции, всегда очень достойное соотношение цена-качество, и вот сегодня хотел бы поговорить и показать про такие яркие, смелые новинки от корпорации Solar Time, их микробрендов. Ну и, наверное, вы знаете, что Solar Time это такой вот производитель. Кстати, Вишал Тулани это одна из ключевых фигур в современном вот, мире микробрендов. Он вырос внутри азиатского часового производства, семейный бизнес. И этот предприниматель, который превратил производство часов на стороне в глобальную такую экосистему с большим количеством брендов часовых и с очень серьезным продвижением именно в плане диджитал. И, кстати говоря, спасибо BestWatch, которые дали мне несколько часов на обзор. Сейчас на BestWatch с 1 по 7 июня такой неделя бренда Spinnaker. Много чего интересного, много новинок, много классных часов по отличным ценам. И сегодня я вам покажу целую подборку разных брендов Solar Time, в том числе и Spinnaker. И давайте начнем с одной из моделей. Сейчас распакуем, посмотрим, что предлагает Spinnaker. Так вот, классическая их коробка. И, кстати, у Solar Time все бренды упакованы просто шикарно, потому что всегда много качественной упаковки, много макулатуры, здесь и инструкции, и гарантийные карточки. Ну и вот он у нас Spinnaker, версия SP5133. Это линейка Fluence, одна из самых их известных, одна из самых популярных. Давайте я сейчас пленочки сниму и потом уже будем продолжать. Ну что ж, Spinnaker Fluence это одна из базовых линеек у Spinnaker. И здесь классический дайвер в такой винтажной стилистике, но при этом с современным качеством исполнения и, конечно же, с современными цветами, потому что здесь вот эта версия с сочетанием такого оттенка синего с оранжевым и с желтым смотрится классно, смотрится очень по-летнему, есть разные вариации. И в целом вот это такая интерпретация современных дайверских часов от Spinnaker в небольшом, в актуальном размере. Здесь диаметр 40 мм, от ушка до ушка 47 и высота 11 мм, то есть вот максимально универсальные часы. Мое запястье 18,5, но как видите здесь очень-очень удобная посадка. Короткие ушки, рисовый браслет, центральные звенья рисовые, крайние звенья такие с сатинированием. Посадка очень удобная. Понятно, что такое вот есть здесь некий намек на Blanco 50 Fathoms, но в целом это вполне себе самостоятельная модель. Такая с винтажными оттенками, с винтажным, посмотрите, таким приятным искажением стекла. Здесь высокое сапфировое стекло. Водозащита 150 метров, кстати говоря. И внутри механизм Miyota 9039, один из самых лучших японских калибров в этой ценовой категории. По-моему, шикарная версия. Я, кстати говоря, все ссылки на эти часы оставлю в описании к ролику. Посмотрите актуальные цены на момент публикации видео. Классный вариант. Здесь большой запас по браслету, как всегда у Spinnaker. И мне нравится сочетание. Оранжевый, желтый, синий. Прям такие очень летние, очень позитивные и очень яркие часы. При этом в универсальном стандартном размере, который подойдет и на небольшое, и на достаточно крупное запястье. И самое время посмотреть еще одну линейку от Spinnaker. Одна из самых их популярных линеек это Croft. И здесь дайвер уже, наверное, я бы даже сказал, более универсальный, потому что если предыдущая версия это все-таки такой винтаж в современном уклоне, то Croft это именно максимально классический и, я бы сказал, вневременной вариант дайвера. И здесь у нас Spinnaker Croft с референсом SP513677, вариации с таким желтым циферблатом. Он такой желтый, матовый, классный дайвер, очень классический, очень ходовая модель. Внутри механизм Seiko NH35, такая рабочая лошадка,
сапфировое стекло с антибликом внутренним. Разные есть варианты по цвету циферблата. Мне кажется, на лето желтый вариант это один из самых интересных. Сталь 316L по корпусу, по браслету, водозащита 100 метров, диаметр корпуса 42 мм, высота 12 мм. Максимально универсальная версия. И это такой взгляд Spinnaker на классического летнего дайвера с большим запасом браслетом. Тут сантиметров 6 к моим 18,5. Так что, в принципе, на маленькое и на крупное запястье такая модель очень даже классно подойдет. Здесь интересный дизайн, он классический, он с шикарной читаемостью. И вот версия именно такой вот сталь с желтым оттенком матовым, таким специально нарочито, я бы сказал, не слишком ярким. Это классное сочетание, потому что, в принципе, максимально универсальная модель. Она небольшая, она классно сидит на запястье, здесь классный браслет, очень аккуратно облегает руку. И вот в этой версии солнечная, яркая, можно и под шорты, можно и под, в принципе, джинсы, но модель дарит позитив, и модель вполне себе самостоятельная в плане дизайна. Ну и что же, Spinnaker Duma это одна из самых технологичных версий от Spinnaker. Здесь у нас уже GMT версия, для тех, кто любит вариант GMT, для тех, кто ездит часто в командировке или в отпуск. И давайте смотреть, давайте знакомиться с этим вариантом. Здесь в комплекте уже идет дополнительный каучуковый ремешок, есть инструмент для замены ремешка, ну и, как видите, угловатый корпус. И, конечно же, версия GMT. Мне нравится вариант в синих оттенках. За счет того, что здесь яркие стрелки GMT, секунда и часовая стрелка. Очень такая позитивная, яркая, сочная модель, но вполне себе сдержанная. Давайте распакую, а потом продолжим. Ну и что же, у нас здесь Spinnaker Duma. Дайверская модель, классическая восьмиугольная, SP5119 версия 55, такая вот небесная, да, с безелем темно-синий, светло-синий и градиентный циферблат, который из светло-синего переходит практически в черный оттенок. Красные, серые, желтые тона. С одной стороны, циферблат достаточно яркий, благодаря этому он очень хорошо читается. С другой стороны, очень сдержанная модель. Ну и характерный корпус, характерный такой достаточно рубленый браслет трехзвездный от Spinnaker. Классная модель в классном корпусе, и эта версия, мне кажется, одна из самых интересных и самых красивых. Внутри стоит калибр Seiko NH34 версия GMT, соответственно, да, у нас есть дополнительная стрелка, которая показывает время в часовом поясе во втором, то есть эти часы удобны для отпуска, для командировок. Ну и на моем запястье 18,5. Видите, здесь ушек-то фактически нет, корпус обрубленный, да, в этой части, и поэтому он будет садиться хорошо и на среднее, и на небольшое запястье, не говоря уже про крупное. Водозащита 30 метров, то есть эти часы можно с ними даже заниматься дайвингом. Запас тут сантиметров 80, один из самых крупных. Поэтому на любое запястье часы подойдут. Диаметр корпуса 43 мм, высота 15 мм. Но опять же, они не кажутся такими крупными за счет того, что у них ушки, ну, фактически это часть корпуса. То есть ушек здесь практически нет. Очень интересный вариант, очень интересная модель. Именно вот в этом сочетании цветов мне нравится максимально круто. Плюс в комплекте есть каучуковый ремень, который, как мне кажется, даже более удобный, чем вот этот. Кстати, браслет здесь очень неплохой, но каучук на лето это прям самое то. Плюс здесь сапфир, есть внутренний антиблик, и здесь также часовые стрелки и метки с покрытием Swiss New Light. Здесь есть, конечно же, люминофор. И давайте перейдем к еще одному бренду от Solar & Time. Это Earnshaw. Открываем коробку. Здесь что-то. О, смотрите, какая красота. Какая шикарная упаковка. Вот это я понимаю. Так, по комплекту, значит, здесь турбион, как вы видите, да, лимитка. Здесь, видимо, инструкция. Здесь гарантийная карточка. А здесь, в этом конвертике,
Вау. Номер. Вау. Слушайте, красиво. Красиво сделано. 24 всего экземпляра. Здесь номер 17 из 24. И вот он, турбион. Ух ты, я смотрю, здесь ремешок с таким же креплением, как у Hublot. Скелетон и, конечно же, турбион. Давайте смотреть более детально. Ну, это, конечно, очень лимитированная серия, потому что на каждый цвет здесь всего 24 штуки в мире. И модель называется «Бриллиантовое затмение». Это красиво. О, посмотрите, здесь еще и боковая часть корпуса тоже прозрачная. И одна, и вторая. О-хо-хо, вау. Это круто. Номер тоже есть на задней крышке. Сапфир. Водозащита 50 метров. Вау. Круто. Здесь референс ES831701. 45 миллиметров диаметр корпуса. От ушка до ушка 54,5. Высота 13 миллиметров. Сапфир с внутренним антибликом. Есть люминофор Swiss New Light. Parsons турбион. Скелетонированный. Красиво, очень эффектно, очень сложные, эффектные, красивые часы. И понятное дело, что здесь ценовая категория не как у дорогих швейцарских турбионов. Здесь весьма и весьма доступна. Такой полностью скелетонированный турбион. И механизм виден практически с любого ракурса. Очень красиво. Стеклянные боковые панели, прозрачная задняя крышка. Тут прям такой объект часового искусства, который можно рассмотреть с любой стороны. Плюс безель украшен 45 инкрустированными камнями, что добавляет такой вот ювелирный характер модели, при этом не отвлекает чрезмерно, потому что все равно техностилистика здесь по циферблату идет такой вот главной ноткой в этих часах. Мое запястье, уже говорил, 18,5, несмотря на то, что здесь достаточно длинные ушки, крупный корпус, но в принципе часто такого плана часы делаются нарочито крупными, чтобы это было заметно на запястье. В принципе, на среднее, на крупное запястье будет вполне себе окей, весьма и весьма интересно. Мне нравится, что здесь вот сложная вариация, когда у нас корпус весь прозрачный и сбоку, да, и со стороны ушек, и с задней части. Это шикарно. Это, конечно, добавляет здесь шика, красоты, технологичности. Если вам нравится именно вот такой вот техноскелетон, который частично прозрачный, мне кажется, интересный вариант. Потому что есть на что посмотреть и есть о чем поговорить. И сделано вполне себе приятно, особенно с учетом цены. А если вам хочется чего-то еще более необычного и в более необычном корпусе, то у Earnshaw есть бочка. Есть бочка и... Ну вы посмотрите, а. Узнается, конечно, здесь корм. Но это совершенно другая ценовая категория. Здесь тоже все можно абсолютно рассмотреть. И это действительно красиво. Слушайте, я понимаю, что, конечно же, здесь стилистика и по большому счету это хомаж Корм Golden Bridge. Потому что и дизайн, и корпус, и идея это от Корм. Но цена... абсолютно совершенно из другой ценовой категории. И такая вот демонстрация возможностей механики и возможностей механизма как части дизайна, конечно, потрясающая. Потому что это интересно, это прикольно. Это именно часы, про которые хочется поговорить. И Earnshaw предлагает эту модель, просто за гораздо меньшие деньги. И при всем том, такой механизм еще нужно было разработать. Вы же видите, да? У нас все абсолютно прозрачная, абсолютно парящая. В одном из видосов я, кстати, показывал вам эту модель. Мы ее относили даже к часовому мастеру. И, в принципе, там механизм вполне себе неплохо себя проявляет. С учетом того, что к ним особенных требований-то нет. Здесь главное, что это такой парящий механизм. У нас есть часы и минуты, и даже секундной стрелки нет. Это классно.
Это классно. И здесь вот вариация в золотистом таком корпусе. Есть разные варианты. Классно. Прикольно. Это именно вот такие необычные, я бы сказал, вычурные часы для тех, кто хочет что-то вот именно такое заметное на запястье, особенно с PVD покрытием золотого цвета. Здесь диаметр 43 мм, высота 12 мм, и на моем запястье, ну, кстати, с учетом того, что это все-таки бочка, они достаточно аккуратные. Можно свои волосы посмотреть, да, вот как под задней крышкой. Интересно, здесь механика — это такие часы фан, я бы сказал, часы для удовольствия, часы для души, открытая абсолютная архитектура, механизм в центре всего, время вообще по боку, здесь время считывать можно только очень примерно, потому что никаких меток нет, ничего нет, но механика на переднем плане. И что интересно, у Bestwatch сейчас на эту коллекцию специальные цены, и мне кажется, что если хотели что-то вот такого плана, что-то такого, я бы сказал, вызывающие часы, да, то почему бы, собственно, и не присмотреть именно эту версию, потому что она, как мне кажется, самая вызывающая, но при этом она очень классно сидит на запястье. Еще один бренд, про который, конечно же, нужно сказать, это Nubeo, один из самых таких хитовых брендов у Solar Time. И вот в таком непроницаемом кейсе, смотрите, какая красота, всего 120 штук, лимитка 3 Star Orbit, да, как всегда космические звездные часы в этой линейке, в этом бренде. И вы посмотрите, какое стекло и какая индикация времени, вау, объемный. Блуждающий час, реализация шикарнейшая и корпус, как у Apple Watch. Это ли не интересно? Конечно, интересно. Здесь референс у этой модели 611602. Есть разные цвета циферблата и ремешка. И TriStar Orbit, необычная система отображения времени, блуждающий час, который, конечно же, завораживает и который вдохновляется движением небесных тел. Слушайте, мне кажется, это одна из самых разудалых вариантов индикации блуждающего часа. Здесь прям планеты, они объемные, они очень высокие, и сам корпус здесь максимально высокий. Здесь размер корпуса 46 на 52, высота почти 21 мм с учетом купольного стекла. Водозащита 50 метров, да, здесь лимитка 120 экземпляров. Есть швейцарская суперлюминовая на, собственно, метках и стрелках, да, если так можно назвать. Блин, ну это круто. Это очень круто, потому что здесь прям вот посмотрите, да, эти шарики, они видны. Я думаю, что если вы регулярно смотрите канал Гитат, то вы уже видели часы с системой блуждающий час. А здесь одна из самых впечатляющих вариаций, потому что посмотрите, какие шарики, да, здесь планетки такие с часами, и вот так это все передвигается. Такой объем, такая мощь, такое вот ощущение планет здесь. Шикарно. 10 часов 30 минут сейчас, да, у нас. Дальше идем. 11:20, 11:30, 11:40, 50, 60 и дальше 12 и так далее. То есть в плане считываемости времени, определения, да, времени здесь все просто шикарно в таких часах всегда. Достаточно привыкнуть буквально там полчаса-час. А здесь еще и такие огромные объемные планеты. Вау, это круто. Это здорово. Первый раз вижу такую реализацию. Очень, очень впечатляет. Еще и в корпусе прямоугольном, сглаженном, такой а-ля Apple Watch, а-ля космический корабль, необычно, приятно. На каучуковом ремешке прям круто. Мне нравится. Здесь ушек нет, поэтому, несмотря на то, что крупный корпус, он очень высокий. Понятно, что это не под костюм, но это часы, про которые хочется говорить, на которые хочется смотреть и которые точно привлекут внимание. Дизайн, визуализация, эффектность здесь просто зашкаливает. И при этом здесь нет какой-то, знаете, бутафории, здесь нет какого-то прикола. Это часы, которые, они очень сложные, они очень классно исполнены. И они шикарно позволяют определять время. Такой вот, знаете, здесь орбита, планеты, космос, вот эти сглаженные такие элементы дизайна. Шикарное исполнение.
Я бы сказал, что один из хитов. Это очень классно сделано, это очень классно выглядит. И это прям даже со стороны не похоже на какие-то механические часы. А на самом деле это именно механические часы. И это ли не здорово, это ли не классно для фанатов часов? Ну что же, из космоса в авиацию. И здесь у нас Aviate, один из главных брендов Solar Time. И вот здесь у нас линейка Aviate Hawker Hunter. Вот это красавчики! Мне очень нравится этот подушкообразный корпус. Давайте распакую и потом про него поговорим. Как мне кажется, одна из самых удачных линеек. И вот именно модель такая угловатая, похожая на авиационный прибор. В таком неброском, я бы сказал, цветовом оформлении. При этом шикарный, современный, очень граненый, яркий дизайн с шикарным качеством отделки. Посмотрите, какие грани. Здесь сатинирование, зеркальная полировка. Очень круто сделано. Скелетонированные стрелки. Классно вписано окошко даты у отметки 6 часов. Есть еще и здесь у нас стрелочка GMT. Плюс у нас еще безель GMT. Поэтому, в принципе, можно аж в 3 часовых зонах замерять время. Шикарная модель. Корпус 44 мм, высота 14 мм. И в версии с референсом 412202, такой версия глубокий земляной голубой циферблат, вид Земли с высоты космического такого полета. Очень нравится версия, сдержанная, красивая, достаточно универсальная. Понятно, что крупные часы, но такого плана часы и должны быть крупные. Мне нравится цветовая здесь гамма в этом варианте. Модель вдохновлена легендарным британским истребителем Hawker Hunter 40-х годов. Один из самых красивых и технологичных для своего времени. И здесь как раз таки и выбрали цветовую гамму, такую максимально технологичную. Ну, плюс у нас, видите, на задней крышке она такая полупрозрачная. И здесь есть как раз таки очень удобное отображение часовых поясов, что полезно в каждодневном использовании этой модели. Рубленая, красивая, яркая и очень авиационная. И еще одна модель, по-моему, впервые на канале Duxot. Хотел вам показать. Давайте познакомимся. Это один из брендов тоже в портфеле Solar Time. И здесь, как видите, часы с таким свайбом Rolex Daytona, но с очень интересным цветовым исполнением. Ну и здесь у нас такой кварцевый омаж Daytona DX2065 с такими оранжевыми акцентами. И мне кажется, прикольная модель, если вы смотрите что-то именно такое автоспортивное, классическое в этой стилистике, такое, да, с вайбом Daytona и понятно, что от микробренда. 100 метров водозащиты, здесь сапфировое стекло, завинчивающаяся заводной головкой, головки, которая отвечает за работу хронографа. Здесь мега-кварц от Seiko, модель VK63, 100 метров водозащиты. То есть очень-очень приятные характеристики для микробренда. 40 мм диаметр корпуса, высота 12 мм, водозащита 100 метров. Слушайте, шикарный вариант, если хочется что-то Daytona подобное попробовать на своем запястье. И с таком вот, я бы сказал, такая панда с оранжевыми оттенками. Мне нравится сочетание цветов, мне нравится здесь индикация Данте контрастная, черная к этому циферблату. По-моему, прикольно. Приятный браслет, но двойная фиксация. По-моему, неплохой вариант. Duxot это такой вот, на мой взгляд, необычное, нестандартное для Solar Time, потому что обычно они все-таки сосредоточены на другой стилистике, а здесь такая автомобильная классика. По-моему, приятно, если нравится вот такой вариант. Сделано здесь, конечно же, как всегда, у Solar Time шикарно. Ну что ж, 8 моделей я вам сегодня показал. Напишите в комментариях, чего еще стоит добавить от Solar Time, от их брендов, что еще показать, рассмотреть, и какая из версий вам понравилась больше и почему. Напишите обязательно в комментарии. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же. Увидимся.